Срочные новости. Проверенный нами ранее источник поделился секретной информацией о том, что персональный врач Александра Лукашенко рассказал о болезни, которая тревожит нынешнего президента Беларуси. После этого врач сразу же был уволен, так как данной информацией никто не должен был владеть, и все было конфиденциально. Врач, имя которого мы раскрывать не будем ради его безопасности, рассказал, что у Лукашенко уже очень давно возникли большие проблемы со здоровьем, президент долгое время не обращал внимания на свое самочувствие. В некоторых интервью можно было заметить, что Лукашенко выглядел очень бледно, и даже разговаривать он иногда мог с трудом. В последнее время появилась сильная одышка, мокрота и боль в грудной клетке, и президент все же решил провериться у врача в немецкой больнице, так как все окружение настояло на этом. Возможно, вы могли подумать, что это вызвано из-за возраста, нервов и происходящего бардака, который сейчас происходит в Беларуси. Но в скором времени выяснилось, что у него рак легких второй степени. Лукашенко был шокирован и подавлен после того, как узнал это. Что будет дальше? Продолжит ли Александр Григорьевич занимать пост президента на протяжении еще нескольких лет, или найдет себе преемника в скором времени, который возьмет на себя ответственность за процветание и будущее страны? А может, все это просто продуманная выдумка самого Лукашенко для того, чтобы отдать все свои полномочия своему младшему сыну Николаю? А что думаете вы по этому поводу? Напишите в комментариях. Ранее в СМИ просочилась информация о том, что Александр Лукашенко болен коронавирусом. Среди жителей Белоруссии и местных СМИ стала распространяться информация о том, что у президента страны Александра Лукашенко может быть коронавирус. Недавно он отменил большой разговор с президентом. Отмечается, что накануне состояние Лукашенко внезапно ухудшилось, в связи с чем были отменены все мероприятия с его участием. Об этом пишет News.ru. Однако достоверно известно только о переносе на неопределенный срок ежегодной пресс-конференции. В сети распространяется информация, что белорусский лидер мог заразиться новым типом коронавируса. По данным СМИ, он чувствует недомогание, недавно потерял сознание. Относительно переноса большого разговора с президентом, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что дело не только и не сколько в коронавирусе. Мнение психиатра о состоянии Лукашенко. Мозаичная психопатия. Александр Лукашенко глазами психиатра. В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта Александра Лукашенко, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов. Впервые Лукашенко попал в поле зрения психиатров после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии Леонову, упорно просил, чтобы тот назначил его председателем колхоза. Лукашенко был направлен на освидетельствование, и ему был поставлен диагноз «мозаичная психопатия». В 1978 году директор Могилевского облпищеторга, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратился к начмеду больницы с просьбой о его психиатрическом освидетельствовании в связи с неадекватным поведением. В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с тем же диагнозом «мозаичная психопатия». В 2001 году минский психиатр Дмитрий Щегельский, дополнив своими наблюдениями выводы коллег, опубликовал историю болезни Александра Григорьевича Лукашенко. Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире, исходя из заговорщицких намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта. Указанные особенности тотальны и определяют весь психический облик данной личности. Все эти черты можно обнаружить и в поведении Лукашенко во время продолжающегося сейчас политического кризиса в Беларуси. Дмитрий Щегельский после публикации своего исследования был вынужден покинуть Беларусь. Он поделился с Радио Свобода своими размышлениями о душевном недуге Лукашенко. События последних дней подтверждают диагнозы, которые были поставлены много лет назад. Вся его жизнь подтверждает. Просто в последние дни это увидели все.
Все приобрело настолько гротескный, очевидный даже для неспециалиста характер, что сейчас это стало общим местом. Документалист Юрий Хащевацкий говорит, что Лукашенко сильно изменился с 90-х годов, и главная перемена в том, что резко выросло его презрение к людям. Согласитесь с этим? При всем уважении к Юрию Хащевацкому, не соглашусь. Его отношение к людям не менялось со времен его молодости. Просто он стал его меньше скрывать. Личность человека проявляется в нескольких обстоятельствах: это война, тюрьма, власть, деньги, экстремальные ситуации, стихийные бедствия. В остальное время сущность человека замаскирована наносным: воспитание, принятые нормы в социуме. Пока человек не попал в стрессовую ситуацию, его личность не раскрывается. Отношение Лукашенко к людям, отсутствие сопереживания для специалистов было заметно всегда, просто сейчас обвалилась штукатурка пиара, макияж политтехнологов, которые с ним работали. Ничего нового с ним не произошло. Есть кто-то, кого он в самом деле любит и ценит. Младшего сына, например, Колю, да. Знаете, был такой персонаж Адольф Гитлер, он овчарку Блонди очень любил. У таких личностей может возникнуть, особенно в позднем периоде, довольно сильная эмоциональная привязанность. Как правило, это один объект. Эмоциональные связи с другими людьми не носят устойчивого характера. Друзья, прошу вас подписаться и поставить лайк.